Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и сегодня хочу поговорить с вами о прокачке новых эпиков и биг-тайм карты Лотара Матеуса. Вчера я все 3 карточки поймал, а сегодня хочу поговорить о том, как у нас автоматически раскидывает статы игра, как бы я прокачивал. В общем, надеюсь, будет интересно. Бакенбауэр, Румениги и Матеус, сегодня мы всех троих разберем. Напоминаю, что если ты хочешь следить за новостями, есть мой телеграм-канал, в описании в закрепленном комментарии будет на него ссылка. Там же моя ссылка на мою личку в Телеграме, если тебе нужно задонатить на Android, на мобилочку с российских карт. С iOS тоже можно, но там есть некоторые нюансы. В общем, пиши в личку. Ладно, давайте смотреть, что нам предлагают по старту и что я бы менял. Постараюсь объяснить, почему я бы менял. Итак, Бакенбауэр у нас со стилем наращивания. Может он становиться на опорника и на центрального защитника. Как вы понимаете, пользуюсь я сайтом eFootball Hub. Здесь удобно все это показывают. Значит, можно нажать на максимальный уровень. И вот при вот такой прокачке, то есть 4 в скорость, 7 у нас в корпус и 12 в защиту, он будет иметь рейтинг 97. Остальное, как вы видите, не прокачивается вообще никак. Что бы я здесь делал на самом деле? Значит, пожалуй, защиту я бы ему опускал до 8. При всех раскладах после 8, вы знаете, по 3 очка навыка идет за один стат, и это очень-очень дорого. Поэтому я бы просто перебалансировал это в более что-то хорошее. Значит, до 8 я бы поднял ему корпус. В любом случае защитнику это нужно. Также у него и так есть отличный пас, поэтому на 4 я бы ему еще загнал пас. И на 4 я бы ему поднял ускорение. Ускорение для центрального защитника тоже важно. Итак, получается у нас вот такая 96-я карточка и 2 стата еще есть. Ну, в удары я считаю, что здесь закидывать вообще никакого смысла не имеет. Поэтому немножечко поднимем ему дриблу. Да, у меня карточка получается 96, а не 97. Но мне кажется, что так он более сбалансирован. И нормально будет становиться и на опорника, и, собственно, на центрального защитника. Для опорника у него есть прекрасный пас низом и пас навесом. То есть начинать атаки он будет очень даже хорошо. Но, в принципе, как и центральный защитник, он тоже будет начинать атаки очень даже хорошо. Единственное, что мне не нравится в этой карточке, это агрессия 74. Какой-то у нас кайзер вообще не агрессивный. А история показывает, что кайзеры, они как бы агрессивные. Но таким Konami решила его сделать. Идем дальше. Легендарнейшие Румениги. Давайте сразу нажмем на максимальный уровень. И вот такую прокачку предлагает нам игра, чтобы был рейтинг 97. Ладно, с ударами 8 я согласен. Пасы 8 я согласен. А вот дриблинг 11 я не согласен. Объясню почему. Дриблинг очень важный параметр именно для оттянутого форварда. Но я уверен на 99,9%, что вы будете использовать Румениги на центральном нападающем. Поэтому дрибла ему такая здесь не нужна. Опускаем дриблу до 8. Вот, а вот ускорение очень даже нужно, поэтому сюда бы я пару очков закинул, чтобы у нас была скорость ускорения по 90. 3 стата у нас остается, значит, силу удара, выносливость, скорость здесь оставляем и немножечко натягиваем ему корпус. То есть моя прокачка выглядела бы вот так. 97... В принципе, и при автоматической прокачке, и при моей прокачке остается Румениги, но мне кажется, так он будет слегка более сбалансирован. Ну, идем к Матеусу. Звезда этого пака, нажимаем на максимальный уровень, и вот такую вот нам прокачку предлагает игра. Ну, не знаю, мне кажется, здесь достаточно много всего придется менять. Значит, с чего начнем? Давайте все это дело скинем. Я бы предпочел вот такую прокачку у Матеуса. Значит, 4 удары, 12 пас. Много, конечно, ну такое. Но при этом у него пас и низом, и навесом будет по 90, подыгрывать он будет очень даже хорошо. 10 запихиваем в дриблинг, любому полузащитнику дриблинг очень-очень важен. Дальше 6 статов у нас идет в ускорение, 8 статов идет в скорость, 8, вот так вот. 4 у нас идет в корпус, и остальное все идет в защиту, тоже получается 8. Как видите, и при моей прокачке тоже Матеус у нас получается 98-м, но опять же, мне кажется, что вот с таким раскладом статов он более сбалансирован. Мои мысли по поводу этих игроков вот такие. Пиши в комментариях, поймал ли ты их, так их прокачивал, или на автомате прокачивал, или может быть наоборот, что-то старался другое выделять. Но мне кажется, что вот так вот
выглядит все это дело вполне себе в балансе. Может быть, даже я бы вот так вот пасы тут чуть-чуть убрал, а наоборот добавил бы, собственно, прыгучести корпуса хоть чуть-чуть. Ну, тогда, конечно, 97-я карточка получается. Он не самый лучший у Матеуса корпус. Нет, наверное, все-таки я бы оставил пас, чтобы было по 90. В общем, надеюсь, вам было понятно, почему именно так я прокачивал, я нормально аргументировал и доступно. Ну а ваше мнение по поводу этих игроков с удовольствием почитаю в комментариях. На этом, ребят, прощаюсь. Спасибо, что смотрели. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.